Набираю для узора нечетное число петель. Я набираю самым обычным классическим набором. Петли набраны, и перехожу к вязанию первого ряда узора. Первый ряд это будет изнаночная сторона. Итак, кромочную снимаю не провязанной и дальше вяжу все петли просто самые обычные лицевые до конца ряда. Последнюю кромочную я тоже обычно вяжу лицевой. Вы можете вязать последнюю кромочную как вам удобно, это не принципиально. Первый ряд готов. Дальше второй ряд узора. Опять кромочную снимаю, не провязываю. И этот ряд я снова тоже вяжу самые обычные лицевые петли до конца этого ряда. Последнюю кромочную тоже провязываю лицевой. Получается, что два первых ряда в раппорте это просто два ряда обычные лицевые петли. Второй ряд вяжется уже по лицевой стороне, да, здесь получается нечетные ряды вяжутся по изнаночной стороне, а четные ряды вяжутся по лицевой стороне. Так, последняя петля и последняя кромочная лицевая. Два ряда узора готовы. Третий ряд узора. Опять кромочную снимаю. Напоминаю, что нечетный ряд это получается изнаночная сторона. Кромочную снимаю не провязанной, и этот ряд я вяжу все петли изнаночные. Я делаю изнаночные классикой. Обратите на это внимание, то есть я вставляю спицу справа налево и подхватываю нитку вот таким вот движением, для того чтобы петля на спице встала правой ножкой ко мне, левой от меня, то есть была сориентирована обычным образом. Если вы вяжете бабушкиным, то есть делаете вот так короткий захват, то у вас петля на спице встает по-другому. В принципе, вязать этот узор можно и бабушкиными, я просто рассказываю под классику. Вы уже там сами сориентируетесь в следующем ряду, как вам будет проще сделать тот элемент, который я покажу, для того, чтобы не получить перевитие петель. Итак, работаю этот ряд все петли изнаночные до конца ряда, а последнюю петлю кромочную я вяжу всегда лицевой. Мне так удобнее. Зачем вязать изнаночную там, где можно связать лицевую? От этого косичка моя кромочная не зависит. Она все равно у меня всегда будет косичкой. Да? Вот я делаю кромочную лицевой. Третий ряд узора готов. И теперь перехожу к четвертому ряду узора. Последний ряд в повторении в высоту. Лицевая сторона. Итак, петлю снимаю, это кромочная, и дальше чередую следующим образом. Провязываю петлю лицевой, вставляю теперь спицу на 3 ряда ниже и подхватываю вот эту перемычку из третьего ряда и одновременно цепляю вот эту текущую лицевую. Вот так у меня получается подхваченная петля и текущая лицевая. Возвращаю эти петли на левую спицу и провязываю вместе лицевой. Вот так. И чередую. Одна лицевая. Спускаюсь на 3 ряда ниже, подхватываю вот эту перемычку, текущую лицевую вставляю в 2 петли левую спицу и провязываю лицевой эту конструкцию. И снова одна лицевая. Если у вас петля будет сориентирована как бабушкина, то есть наоборот, то есть вот так, да, то здесь в принципе то же самое, да, подхватываю на 3 ряда ниже перемычку, вставляю правую спицу в текущую петлю, левую спицу в подхваченную и провязываю лицевой. Объясняю так подробно, потому что все равно спросят. Я знаю, многие вяжут так, но я считаю, что этот момент надо оговорить.
текущую петлю, следующую провязываю лицевой, да? Снова подхватываю, снимаю текущую петлю, вставляю левую спицу в 2 петли и провязываю лицевой. И снова просто лицевая. Опять подхватываю из нижнего ряда текущую и провязываю их вместе лицевой. Работаю так до конца ряда. Заканчивается этот ряд просто лицевой, потому что я набирала нечетное число петель для того, чтобы сделать узор симметрично, и последняя кромочная тоже лицевая. И на этом, в принципе, раппорт этого узора готов. Переворачиваю изделие и возвращаюсь к первому ряду, да? Здесь, смотря как вы считаете, можно считать, что 8 рядов в этом узоре, можно посчитать, что 4. Снимаю первую кромочную и дальше снова вяжу все петли лицевые. Лицевая, 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 лицевая. И работаю так до конца этого ряда. Так. Так, кромочную тоже лицевой. Первый ряд готов, была изнаночная сторона. Теперь второй ряд, лицевая сторона, опять все петли лицевые. То же самое, да? Третий ряд, это снова изнаночная сторона, кромочную снимаю и дальше все петли изнаночные. Очень простой узор, фактически одни лицевые и изнаночные петли, ничего сложного, никаких скрещений петель нету, ну только что в следующем ряду подхватить перемычку из нижнего ряда. Так. И кромочную лицевой. И последний ряд в раппорте, 4, 2, 4 или 8. Считайте как хотите. Здесь делаем то же самое, что и в предыдущем 4 ряду, но в шахматном порядке. Кромочную снимаю, и если предыдущий 4 ряд мы вязали сначала лицевая, а потом петля с подхватом, здесь наоборот. Сначала подхватываю вот эту перемычку на 3 ряда ниже и текущую петлю. Вставляю левую спицу в обе петли и провязываю их лицевой. Дальше просто лицевая. Снова подхватываю. Видите, они чередуются. Вот был подхват и вот был подхват. То есть не один над другим делается, а в шахматном порядке. Подхватываю, провязываю. Просто лицевая. Петля из нижнего ряда. Провязываю. Просто лицевая. Из нижнего ряда. И провязываю, и просто лицевая. И работаю так до конца этого ряда. Несколько рядов я этим узором провязала, и вот смотрите, какая получается поверхность. Вот такая текстура из ячеек. Это лицевая сторона. И вот техническая сторона узора. Так, ячейки не видно. Вот так давайте против света. Да? Вот они, эти ячейки. Можно связать и плечевое изделие, и шапочку, и снуд. И, допустим, для интерьерного вязания тоже можно использовать такой узор.
Ну, представьте, вот подушка, например. Мне кажется, очень оригинально будет, если из крупной пряжи для интерьера связать вот такую вот подушечку. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Надеюсь на ваши лайки. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Спасибо за внимание. Пока-пока.